Сон – самая важная составляющая для восстановления организма и нормальной его работоспособности. Но довольно часто мы не отдыхаем ночью из-за своего или чужого храпа. Так почему же мы храпим и как с этим бороться? Первая причина – искривление носовой перегородки. Чаще всего это происходит физиологически и в результате неравномерного роста хрящевой и костной тканей. Также искривление может быть из-за травмы носа, которую человек мог получить в любом возрасте, даже в процессе рождения. При желании эту проблему может исправить операция под названием септопластика, которая выполняется эндоскопически. Это малотравматическое вмешательство, которое полностью восстанавливает носовое дыхание. Вторая причина – увеличенные миндалины. Оно особенно провоцирует возникновение храпа у детей младшего возраста. При частых простудных заболеваниях ткань миндалин разрастается и мешает дышать, а иногда даже вызывает гнусавость голоса. Механизм лечения миндалин – это устранение воспалительного процесса, а при больших размерах, не поддающихся консервативному лечению, частичное удаление. Еще одна из причин – переутомление. Дефицит сна, курение, употребление алкоголя и снотворных препаратов ослабляет мышцы мягкого неба и язычка. Такой храп может быть как периодическим, он не вызывает опасений, так и постоянным. Как гормональная перестройка, так и старение организма вызывает снижение тонуса мышц. В случае постоянного низкого мышечного тонуса нужно устранить причину этого состояния, а если храп продолжается, мышцы можно укрепить лазерным или криовоздействием на мягкие ткани. Ожирение – причина храпа полных людей. У людей с лишним весом жир на шее оказывает давление на дыхательные пути, таким образом вызывая храп. Храп сам по себе не несет угрозы для здоровья, но только если он не сопровождается остановкой дыхания, апноэ. При этом в кровь человека поступает малое количество кислорода, что приводит к головным болям, синдрому хронической усталости и даже сердечной и легочной недостаточности. Если же храп мешает спокойно жить вам и вашим близким, и вам не удается побороть его самостоятельно, то обязательно обратитесь к врачу за консультацией. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, делитесь им с друзьями и узнавайте все самое интересное с каждым новым выпуском.